привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Бани Тильда, и сегодня предлагаю вам связать вот такое платьице. Так вот оно смотрится спереди, к низу оно, как видите, немножко заужено. Сзади оно на двух пуговичках, здесь без шва. Итак, что мне понадобилось, чтобы связать это платье? Конечно же, пряжу я вязала из Yarnart Jeans. Верх платья, саму кокетку, я вязала на круговых спицах 2,5, а низ платья на чулочных тоже 2,5. Также понадобится крючок, прятать ниточки, ножницы, 2 пуговички и какое-то украшение. Если вам нравится такое платье, приглашаю вас его связать вместе со мной. Ну а для начала наберите на спицы 40 петель. Итак, после того, как мы набрали на спицы 40 петель, первые 2 ряда нам необходимо провязать лицевыми петлями. Первую кромочную снимаем и вяжем 2 ряда просто лицевыми петлями. В конце последняя петля кромочная, изнаночная. Итак, давайте провяжем 2 ряда лицевыми петлями. Итак, я провязала 2 ряда лицевыми петлями. Во втором ряду последнюю кромочную я уже провязала нитью розового цвета. Это чтобы ввести цвет. Итак, приступаем к третьему ряду. У нас будут планки. Первые 3 петли и последние, это не считая кромочных. Их мы будем всегда вязать лицевыми петлями. Итак, кромочную снимаем. Вяжем 3 лицевых петли планки. 1, 2, 3. Следующую петлю мы сделаем прибавку. Провязываем за переднюю стеночку и затем, не снимая петли, вяжем за заднюю стенку. То есть из одной петли мы вывязываем 2. Дальше 1 лицевая. И так мы будем вязать до конца ряда. Вяжем прибавку. Из одной петли провязываем 2. Следующая лицевая. И опять из одной петли вяжем 2. Следующая лицевая. И так вяжем до конца ряда, но не забываем, что последние 3 петли нам нужно провязать лицевыми и последняя кромочная, изнаночная. 4-й ряд. Кромочную снимаем. Вяжем 3 лицевых петли планки. 1, 2, 3. А затем все петли вяжем изнаночными. В конце также не забываем 3 лицевых петли планки и кромочная, изнаночная. Довязали изнаночный ряд. Приступаем к 5-му ряду. Кромочную снимаем, вяжем 3 лицевых планки. 1, 2, 3. Дальше делаем накид, вяжем 2 вместе лицевой. Опять накид, 2 вместе лицевой. И так вяжем до петель планок. Нам здесь нужно сделать петлю под пуговички. Вяжем накид, 2 вместе лицевой. Итак, я довязала до петель планки. Здесь нам необходимо сделать дырочку под пуговичку. Вяжем 1 лицевую, делаем накид и 2 вместе вяжем лицевой. И кромочная, изнаночная. Разворачиваемся на изнаночный ряд. Вяжем 1 кромочную, снимаем. Далее 3 лицевых. Так, секунду. 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид вяжем, как он лежит, чтобы была дырочка. Дальше весь ряд вяжем изнаночными петлями. Накиды вяжем так, как они лежат. То есть скрещивать петлю не нужно. В конце не забывайте 3 лицевых планки и кромочная, изнаночная.
Изнаночный ряд довязала. Вот так сейчас выглядит наше вязание, наша работа. Дальше 7 и 8 ряд провяжем лицевыми петлями. Кромочную снимаем и все 2 ряда 7 и 8 вяжем лицевыми петлями. Провяжите их самостоятельно. 7 и 8 ряд лицевыми петлями. Итак, 9 ряд мы будем вязать как 3 ряд, то есть с прибавками. Кромочную снимаем, вяжем 3 лицевых планки. 1, 2, 3. Далее из одной петли вяжем 2, то есть сначала за переднюю стеночку, затем за заднюю, и 1 лицевая. И опять сначала за переднюю стеночку петлю провязываем, потом за заднюю и лицевая. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда не забываем 3 лицевых петли планки и кромочная, изнаночная. 10 ряд, изнаночный, вяжем кромочную, снимаем 3 лицевых и все петли изнаночные. В конце также 3 лицевых, кромочная, изнаночная. Итак, 10 ряд довязан. Следующие 3 ряда, то есть 11, 12 и 13, вяжите лицевыми петлями. Все 3 ряда вяжем только лицевыми петлями. Итак, 14 ряд, и он у нас изнаночный. Кромочную снимаем, вяжем 3 лицевых. 1, 2, 3. Остальные все петли вяжем изнаночными петлями. В конце не забываем 3 лицевых петли планки, кромочная, изнаночная. Пятнадцатый ряд. Кромочную снимаем, вяжем 3 лицевых. 1, 2, 3. Далее вяжем накид, 2 вместе лицевой, и опять накид, 2 вместе лицевой. Так до конца ряда. В конце ряда на планке мы сделаем петлю под пуговичку. Давайте довяжем накид 2 вместе лицевой до петель планки. Итак, я довязала до петель планок, вяжем петлю под пуговицу, 1 лицевая, делаем накид, 2 вместе лицевой и кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд вяжем лицевыми петлями, кроме петель планок. Все накиды вяжем, как они лежат. Еще в конце ряда кромочную петлю я провяжу нитью другого цвета, чтобы следующий ряд уже начинать с другой нити. 1, 2, 3. И все остальные петли вяжем изнаночными. Итак, изнаночный ряд провязали. Как видите, я последнюю изнаночную кромочную провязала новым цветом. И теперь 17 и 18 ряды будем вязать все петли лицевые. Давайте провяжем эти 2 ряда лицевыми петлями. Итак, я провязала 2 ряда лицевыми петлями. Вот что у нас получается на данный момент. В следующем ряду нам необходимо сформировать рукава. Кромочную снимаем, вяжем 12 лицевых, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Следующие 17 петель, это наши рукава, необходимо закрыть. Раз, два, три, 4, 15, 16 и 17. Далее необходимо провязать 20 лицевых. Это у нас первая. То есть нам нужно провязать еще 19 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И дальше также закрываем 17 петель рукава, далее 12 лицевых и кромочная. Итак, рукава мы сформировали. Вот так у нас сейчас выглядит вязание. Изнаночный ряд мы также будем вязать лицевыми петлями. Вяжем до закрытых петель. Кромочную снимаем. И вяжем лицевыми петлями. Довязали. Теперь набираем 5 петель подрезов. 1, 2, 3, 4, 5. И продолжаем вязать. Также довяжите лицевыми петлями петли переда, затем наберите 5 петель подреза и довяжите этот ряд до конца. Следующий ряд вяжите также лицевыми петлями. Петли подреза обязательно вяжите скрещенной петлей, чтобы не было дырочек. Я довязала изнаночный ряд. Вот так сейчас выглядит наше вязание. Сейчас давайте следующий изнаночный, потом один лицевой и еще один изнаночный также провяжем платочной вязкой. То есть все 3 ряда провяжем лицевыми петлями. Итак, я провязала еще 3 ряда. Как говорила, последнюю петлю провязала нитью нового цвета. Теперь нам необходимо соединить вязание в круг. Чтобы было удобнее, я сейчас вот эти последние 4 петли, то есть 1 кромочная и 3 петли планки, перенесу на дополнительную спицу. И я, в принципе, буду переходить на круговые спицы. Итак, перенесите последние 4 петли на дополнительную спицу и будем соединять наше вязание. Итак, я перенесла 4 петли на дополнительную спицу. И теперь у нас дырочки под пуговицы же здесь. Прикладываем к этой спице, к этим 4 петлям. Вот так. И нам нужно соединить это вязание. Подхватываем, я беру чулочную спицу, подхватываем петлю с этой стороны и с этой. То есть кромочную провязываем, так как у нас их теперь не будет. Так. И вот так. И снимаем с 2 спиц. Так, 1 петля есть. Так, секундочку. Так, 1 провязали. Теперь свяжем следующие 2.
Так, одна, вторая, два, три и последняя, четвертая. Все, теперь продолжаем вязать лицевыми петлями. Я буду распределять на чулочные приблизительно по 19 петель. Вяжем этот ряд лицевыми петлями, распределяя на чулочные спицы. Итак, я довязала этот ряд. У меня получилось на каждую спицу по 13 петель. Дальше будем вязать лицевыми петлями. И в этом ряду нам необходимо сделать прибавку. То есть прибавки. Делать мы будем через каждую петлю. 1 лицевая, накид, лицевая, накид. И так до конца ряда. Лицевая, накид, лицевая, накид. Вяжем так до конца ряда. Итак, ряд с прибавками провязан. Следующий ряд будем вязать все лицевые. Здесь у нас должен быть на последней спице накид, не потеряйте его. Накиды я буду вязать, как они лежат, то есть я не буду их скрещивать. Если не хотите, чтобы у вас были дырочки, так, секунду, то вяжите их скрещенными. У меня пускай будут дырочки под пояском. В общем, провяжите этот ряд, все петли лицевые. Итак, я провязала лицевой ряд. Теперь обнуляем ряды, и следующий ряд у нас будет первым. Вяжем следующим образом. Все нечетные ряды будут вязаться так. Вяжем 12 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Перед 13 петлей делаем накид и 13 петлю снимаем, не провязывая. И опять 12 петель лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Перед 13 петлей делаем накид и 13 петлю снимаем, не провязывая. И так вяжем до конца ряда. 12 лицевых, накид, петлю снимаем, не провязывая. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид, 13 петлю снимаем, не провязывая. Довяжите так до конца ряда. Итак, довязали ряд. Дальше нечетные ряды мы будем вязать следующим образом. Вяжем 12 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А вот этот накид с лицевой, которую мы снимаем, провязываем 2 вместе
Вот так. И опять 12 лицевых. Раз, два, три, 4. То есть вот эту снятую петлю нам необходимо провязать с накидом вместе. Так мы будем вязать все четные ряды. Я, по-моему, вначале оговорилась, сказала нечетные. Так, вот наша снятая петля с накидом. Их мы провязываем 2 вместе. Вот так. И так вяжем до конца ряда. Итак, мы с вами провязали 2 ряда. Я буду вязать вниз 20 рядов, то есть мне еще нужно провязать 18. Давайте их свяжем самостоятельно. И я напомню, как мы вяжем. Все нечетные ряды мы вяжем 12 лицевых. Перед 13 петлей делаем накид, 13 петлю снимаем, не провязывая. В четных рядах вяжем лицевые, накид провязываем вместе со снятой петлей, не провязанной в предыдущем ряду. Итак, давайте свяжем необходимую нам длину. Итак, я провязала платье вниз, и я провязала не 18 рядов, а 24. То есть в общей сложности после прибавок у меня получилось 26 рядов. Также я уже отрезала нить этого цвета, буду присоединять нить другого. И давайте провяжем один ряд лицевыми петлями и один ряд изнаночными петлями. Итак, давайте провяжем один ряд лицевыми петлями и один ряд изнаночными. Итак, после того, как мы провязали изнаночный ряд, следующий вяжем следующим образом. Делаем накид, 2 вместе лицевой. И опять накид, 2 вместе лицевой. И так вяжем до конца ряда. Следующий ряд вяжем все петли лицевые. Накиды будем вязать, как они лежат. Итак, этот ряд вяжем накид, 2 вместе лицевой. Следующий ряд все петли лицевые. Накиды вяжем, как они лежат. Итак, я довязала лицевой ряд. Вот так сейчас выглядит наше платье. Теперь давайте следующие 2 ряда провяжем так. Один ряд изнаночный и второй ряд лицевой. То есть здесь, как мы начинали, только в зеркальном отражении. Сначала вяжем изнаночный один ряд, затем один ряд лицевой. Давайте провяжем их самостоятельно. Итак, я провязала один изнаночный, один лицевой ряд. Вот так выглядит сейчас наше платье. А сейчас я присоединю нить розового цвета и провяжу буквально 4 ряда лицевыми петлями. Нить бежевого цвета я отрезать не буду, просто при каждом новом ряду буду их между собой скрещивать, чтобы не было протяжки длинной. Давайте эти 4 ряда провяжем самостоятельно, и я к вам вернусь. Я буду вязать 4 ряда лицевыми петлями нитью розового цвета. Итак, 4 ряда лицевой гладью я провязала, нить розового цвета отрезала, она нам больше не понадобится. Сейчас нитью бежевого цвета я провяжу 4 ряда. Один лицевой, изнаночный, лицевой и изнаночный. И закрою петли. Давайте свяжем их самостоятельно. Повторюсь еще раз. 4 ряда лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный и закрыть петли привычным для вас способом. Ну что же, мое платье связано. Я, как и говорила, связала 4 ряда и закрыла петли. Петли я закрывала туго, чтобы платье к низу было более сужено. Мне осталось мое платье постирать, отгладить, пришить пуговицы. Ну и еще хочу какой-нибудь декор вот сюда на пояс сделать. Всем спасибо, кто вязал вместе со мной. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Буду благодарна за любую поддержку моего канала. Ну и, конечно же, до новых встреч и всем хорошего настроения.